Рассмотрим добавление новых элементов в список. В компоненте app.js в разметке сделаем кнопку, которая будет добавлять новый объект в список. Добавим event listener onClick на кнопку. По нажатию на кнопку будет вызвана функция handle add item. В handle add item передадим поля title, count, price. Создадим функцию handle add item. Handle add item в качестве аргумента функции принимает title, count и price. Все, кроме ID. Осталось реализовать логику функции handle add item. Во-первых, нам нужно сгенерировать уникальный ID. В реальном проекте ID создается на стороне сервера. Но бывают кейсы, когда на клиенте нужно обогатить объект собственным ID. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Перейдем в браузер. Воспользуемся, напишем UUID npm. Установим библиотеку UUID. Посмотрим, как ее подключить. Импортируем из UUID версию 4 и сразу переименуем ее в UUID v4. Дадим новый объект, который мы захотим добавлять в наш список. ID у нас будет UUID v4, и мы вызываем ее как функцию. Title, count, price мы получаем из аргумента функции. Сейчас мы эти значения watch, ID 2000, вот это, как константы передаем. Конечно, в реальном проекте это будет браться из формы значения. Но работу с формами мы рассмотрим в следующем видео, чтобы не усложнять этот видеоурок. Итак, все, что нам теперь осталось сделать, это добавить наш объект newItem в массив products. Конечно, хочется сделать, наверное, products, push, и передаем сюда newItem. Но так делать ни в коем случае нельзя. Мы не должны изменять предыдущий массив напрямую. Правильно будет сделать следующим образом. setProducts. Предыдущее состояние
в данном случае pref-state это вот этот наш список карт. Вот такая короткая запись. Конечно, можно было сделать, создать cons new list, чтобы было легче понимать. Точнее, здесь нужны фигурные скобки. Грубо так. Но мы сократим эту запись до одной строчки. Другими словами, здесь мы разворачиваем все элементы, которые у нас были в предыдущем стейте. 1, 2, 3. И добавляем в конец новый объект. Давайте проверим, что это действительно работает. Запустим проект npm start. Перейдем в браузер. Добавим кнопку Datum. Как видите, все добавляется отлично. Давайте для полноты картины выведем в конце лог, что такое new item. Вернемся в браузер. Нажмем Add Item. Еще раз. И мы видим, что у каждого последующего, который объект мы добавляем, создается уникальный ID. И он никогда не повторяется. Вот таким образом у нас добавляется новый объект, список